Всем здорово. Итак, доброе утро, доброе утречко. Очень долго не было вот именно вот того, что мы ждем. Вот этого солнца, неба и так далее. Были дожди. Выехал записать, прокатиться. Будет кофе или нет, это уже без разницы. В принципе, просто прокатиться почти 2 недели или неделю, я не помню уже. 2 недели, да. 2 недели не трогал мотоцикл вообще. Пропало что-то настроение, честно. Ну, во-первых, из-за погоды, во-вторых, из кое-каких других соображений. Скоро все увидите. На канале Драйвер полгода назад, наверное, да, если я записываю этот видос, сейчас уже, наверное, полгодика пролетело. Было день рождения, 4 года. Что добавить к этим 4 годам? За 4 года собрались подписчики, друзья. У нас сегодня такой воскресный город, никого почти нет, но очень жидко все, так очень прозрачно, еще спят. Еще очень рано для, ну как, время суток, там 9 утра. Понятное дело, вчера после Сабантуя, после футбола идет европейский майстершафт, матч Европы по футболу. В субботу было 3 игры, и они теперь еще с Бадуна отдыхают. Самые главные футболисты, которые возле телевизора сидели, они возле отдыхают теперь дома. Пацаны, вообще, ребята. Что хотелось бы рассказать. Были мы в горах. Я думаю, если вы видите этот видос, вы и видели уже горы Тироль. Дали очень большую пищу для размышления мне в плане мотоцикла. Я не знаю, что со мной произошло. Домой еду, все. И я начинаю думать о том, как поменять мотоцикл, какой брать следующий, что вообще делать. Всю эту форму начинаю в голове прогонять. И подумал, ну какой же молодец. Сейчас прокатимся по городу, пару мыслей вслух. Реально не понимаю, что пока дальше делать. Тем более, ну, как пересаживаться на этот мод. Он родился у меня, и если его сейчас продам, начал смотреть цены на БУ, просто чтобы какой-то взять мотоцикл на время. И я ничего не вижу нормального за маленькие деньги. Мусор какой-то прям за непонятно большие деньги продается. Я реалист в этом плане. Я знаю, сколько эта техника стоила 10 лет, 15 лет назад. Но я смотрю сейчас на цены и не понимаю, что происходит. Вообще никак не понимаю. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Пока еще резких шагов не предпринимаем. Не могу себе сейчас в ближайшие полгода, наверное, а то и год позволить что-то свежее, что-то больше. Планы другие. Еще пару хороших тысяч на этом моте проехать, посетить несколько стран. Прям реально несколько стран посетить. Тут все дело в том, как у меня будут с выходными обстоять дела. Как будут выходные вообще. They say that love is blind, but I never trusted sight. When I turn and look inside, there's nothing I can't find. In the silence of the night, when my demons come alive, I hear a voice disguised, telling me we're not alright. После такого путешествия, где нас 3 дня поливало как с ведра водой, и дождевик, когда дождевик слабенький, это как бы то еще себе. Для путешественника дождевик это А&О. И у меня, к сожалению, я не любитель ездить под дождем. Когда поджало все это дело, заехали в магазин Льюис в Мюнхене. Думаю,
Заехали, купил дождевичок. Больше было опыта именно в каких-то пассах, вот этих вот горных подъемов, потому что раньше не было такой возможности. Проверили себя, конечно же, на устойчивость, на выносливость. И да, организм такая штука. Но, слушай, все хорошо прошло. В принципе, несмотря на то, что погода с нами играла шутку, такую себе. Был еще один прикольчик путешествия. Я взял с собой черепашку новенькую. Возвращались назад, я ее в Мюнхене в отеле забыл. И потом всем этим обзванивал, последним отелем, где я спал. Реально нашлась эта штука в Мюнхене. Мне ее запаковали, прислали пакетом домой. 600 километров. Пакет через пару дней буквально. То есть я им купил только марку для пакета. Мне прислали эту черепашку домой. Теперь она будет со мной надолго. Такая теперь с ней история приключилась. То есть я ее взял с собой в Италию, прокатился с ней и теперь забыл ее еще в отеле. Она там пару дней осталась в Мюнхене, вернулась назад. Как-то вот так. Уже черепашка-путешественница, можно сказать, такая тортила моя. Вот то, что я сейчас делаю, как раз таки мод, под это сильно не предназначен. Теперь смотрю какой-то байк в сторону путешествия, где будет 2-3 чемодана. Это была возможность взять с собой вещи и для дождя, или не только. Покрышки поменял перед путешествием, ни раз не пожалел. Они мне очень сильно помогли, проявили, показали. Были люди, которые мне писали там комментарии, что это типа деревянные покрышки. Они, наверное, сами ездят на велосипеде. Свежие покрышки от фирмы Michelin, благодаря которым большой скоростью, я бы сказал, такой средней большой скоростью передвигаться в горной местности. Реально покрышки я наклонил, то есть у меня справа, слева осталось по 4, каких-то там по 4-5 миллиметров. Держали тебя в повороте, поднимался на пасы просто. Я как бы не любитель закладывать под коленку. У меня есть определенный вот такой угол на мотоцикле, где я себя комфортно, скажем так, чувствую. Покрышки просто отрабатывали на безопасно, и с чувством вот этим вот безопасности ни с какими покрышками себя не чувствовал, как с покрышками от фирмы Michelin. They say that love is blind, but I never trusted sight. When I turn and look inside, there's nothing I can't find. In the silence of the night, when my demons come alive, I hear a voice disguised, telling me we're not alright. На канале с большой буквы. Полный просмотр. YouTube это видит. YouTube рекомендует. Драйвер вам тоже рекомендует. Не оставайтесь дома, путешествуйте, познавайте мир. Мир намного красивее, намного интереснее, чем вы его видите по телевизору. Это я еще говорил год назад. Мое мнение ни капельки не изменилось, потому что в путешествии заводишь новые знакомства, знакомишься с новыми людьми, видишь, что происходит вокруг тебя, и то, что ты видишь, никогда не покажут по телевизору. По телевизору только стараются все нагнетать, все плохо вокруг. До скорых встреч. Увидимся здесь обязательно в следующем видосе. Продолжение следует.